Дорогие друзья, я доктор Алексей Владимирович Сибелев. Приветствую вас и приглашаю знакомиться с эффективными методами и инструментами борьбы с выпадением волос в зависимости от причины возникновения аллопеции. Выпадение волос – это нормальный процесс при своевременном возобновлении роста. Однако, когда происходит интенсивное выпадение волос и количество их не восстанавливается на протяжении какого-то времени, мы говорим об усиленном выпадении волос или о аллопеции. Проблема выпадения волос рано или поздно касается практически каждого человека. Каждый, конечно, относится к ней по-своему. Это зависит не только от характера самого человека, природы возникновения, самой проблемы. Когда мы различаем различные виды выпадения волос: андрогенное, телогенное, очаговое выпадение волос. Конечно же, существуют различные причины, и мы сегодня посмотрим на три основных нерубцовых типа выпадения волос. Это андрогенный, телогенный, очаговый. Прежде всего, необходимо напомнить, что андрогенный тип выпадения волос – это влияние и присоединение гормона тестостерона к рецепторам, которые находятся в луковице волоса, окисление до дигидротестостерона и повреждение сосочкового аппарата синтеза волоса. Телогенное выпадение волос – это нарушение питания по каким-либо причинам. И очаговое выпадение волос – это аутоиммунная агрессия по типу аутоаллергической реакции, которая повреждает также ростковую зону волоса. В нашем современном информационном мире найдется много способов борьбы с выпадением волос, от втирания жгучего перца в голую кожу головы до лазерной пересадки волосяных луковиц. Научно признанная стратегия терапии диффузного выпадения волос, например, представляет собой конкретный план, охватывающий длительный период времени, включающий следующие этапы. Первое – патогенетическое лечение. Второе – прием витаминов. Третье – использование биологически активных добавок. Четвертое – улучшение микроциркуляции кожи, волосистой части головы. И пятое – стимуляция роста волос. Но я вам расскажу об эффективных методах. Мы предлагаем авторскую разработку совмещения подходов и сокращения сроков лечения при повышении его эффективности. Поэтому в первую очередь хочу ознакомить вас с компактным гаджетом, не требующим никакого электричества и навыков управления. Итак, в 2017 году я изобрел трихологический круг, я назвал его своим именем, трихологический круг доктора Сибелева, который представляет собой очень компактную и эффектную и ясную подсказку для любого трихолога, когда он начинает свою работу. Технология заключается в том, что вы совмещаете маленькое окошко в центре круга с названием вида аллопеции, и перед вами предстает в большом окне полностью курс трехэтапного лечения этого вида аллопеции. Этот круг позволяет вам постоянно ориентироваться в эффективных способах лечения волос. Причем в этот трехэтапный, трехкомпонентный тип лечения вы можете включить все, что у вас находится в салоне или в клинике, не исключая механического воздействия, электромагнитного воздействия и также процедуры с воздействием с помощью препаратов. Итак, наиболее интересные типы выпадения волос – это андрогенный тип выпадения волос, который представлен в данном случае трехкомпонентным, вернее, мы можем помочь с помощью трехкомпонентного типа лечения. Первое, что необходимо учесть, что необходимо заблокировать рецепторы, к которым присоединяется тестостерон, и это препарат Эвкапил, прямой блокатор тестостероновых рецепторов. Второе – стимуляторы роста волос. К ним можно отнести Active Peptide плюс HA, Regrowset, Alistem и PDRN Pro. Третье – сосудистый компонент или сосудистый препарат мелилоторутин на его основе Hair Care.
Второй тип выпадения волос, также вы, перемещая круг, видите здесь телогенное выпадение волос. Причина нарушения кровоснабжения волосяного сосочка включает в себя применение также по показаниям антиоксидантов и блокаторов тестостеронных рецепторов. Второй этап — стимуляторы роста волос, Active Peptide плюс HA, Regrowset, Alistem и PDRN. И третий — сосудистые препараты и структурные элементы, Meliot-Rutin на его основе Hair Care. И третий тип выпадения волос — это очаговое выпадение волос. Обратите внимание, здесь меняется только первая составляющая, которая является противовоспалительной терапией или противовоспалительные препараты. Для этого подходит Regrowset, который является также, кроме стимулирующего эффекта, он также может оказывать противовоспалительный эффект. Второй этап — стимулятор роста волос, Active Peptide плюс HA, Regrowset, Alistem и PDRN. И третий — сосудистые препараты и структурные элементы, Meliot-Rutin и Hair Care на его основе. Итак, немного подробнее о блокаторах андрогеновых рецепторов. Это Evcapil, производство Интерфарм Прага. В каждой коробке содержится либо 30 ампул по 2 мл с раствором флоридила и масла виноградной косточки. И также вторая форма — это флакон 75 мл. Также Evcapil, состав такой же, но удобный в применении, потому что он компактный и не разбивается как ампула. Его не нужно отламывать, нужно только нажимать на носик. Очень важно отметить, что Evcapil самый безопасный препарат с точки зрения блокады рецептора, потому что он разрушается при контакте с водой. Как только он касается межклеточной жидкости с водой, он разрушается на отдельные части, которые не присоединяются впоследствии к рецепторам в половых железах и не ведут к импотенции и потере либидо и эрекции. Поэтому этот препарат выбора во всем мире, без исключения. Все остальные являются неразрушаемыми блокаторами, которые циркулируют в крови и таким образом нарушают потенцию и либидо как у женщин, так и у мужчин. К стимуляторам роста волос мы относим Active Peptide плюс HA. Это очень знаменитый препарат, который содержит 4 синтетических стимулирующих пептида для кожи и придатков кожи, а также 24 аминокислоты и микроэлемента. Очень эффектная формула. Недавно на нашем рынке появился, в нашем ассортименте появился препарат с полинуклеотидами, которые являются также стимуляторами работы фибробластов в коже и также придатков кожи, такие как волосы и ногти. Поэтому он является активным стимулятором при ведении и представляет очень ценный препарат не только в косметологии, в визуально значимых зон, но и в трихологии. Также необходимо отметить, что в нашем арсенале находятся биологически активные, скажем так, биологические стимуляторы, такие как Regrowset, которые представляют из себя набор порядка 30 типов ростковых факторов с изомерами до 150, 55 нативных ферментов, а также все элементы, структурные единицы клетки и межклеточного матрикса. При введении данного препарата вы получаете противовоспалительный эффект одновременно с мощным стимулирующим. Это один из мощных стимуляторов в трихологии и в косметологии. Alistem, формула которого немножко более бедная, чем у Regrowset, так как здесь содержит только ростковый фактор. Он является прямым биологическим стимулятором, воздействующим на кожу и придатки кожи, то есть на волос. Поэтому использование именно биологических стимуляторов делает работу при борьбе с аллопецией наиболее эффективной. Ну и, конечно же, третий этап, о котором мы говорили выше, это сосудистые препараты и на основе их коктейли Hair Care.
Очень важно понимать, что для хорошей функции луковицы, для быстрого роста волоса необходимо содержать в порядке транспортную систему, а именно микрососудистые систему, которая позволяет доставлять к волосу и ростковой зоне волоса в большом количестве кислорода и питательные вещества, необходимые для роста волоса. Этот компонент очень важен, и прошу обратить ваше внимание, что два варианта. Один из начинающих — это рутин-мелилот, который позволяет улучшить микроциркуляцию за счет изменения реологических свойств крови и также улучшения эластичности сосудов и непропотевания сосудов. И второй препарат HRK, который включает в себя не только рутин-мелилот, но и массу микроэлементов, витаминов, противовоспалительных препаратов, которые позволяют решить проблему кровоснабжения быстро и эффективно. В результате многих исследований по лечению аллопеции мы пришли к выводу, что мы не только можем наносить препараты на поверхность кожи, но и также пользоваться очень эффектными и эффективными гаджетами типа мезоролик и дермапен. В частности, мезоролик, который позволяет улучшить, дермапен, который позволяет улучшить проницаемость для препаратов дермы и поместить их на большую глубину, чем просто при нанесении на кожу. Рекомендую воспользоваться этим гаджетом для того, чтобы получить стопроцентный результат и ввести препарат на максимальную глубину при процедуре лечения аллопеции. Итак, процедура микроигольчатой фракционной мезотерапии начинается с того, что мы антисептиком обрабатываем зону воздействия, затем берем непосредственно препарат, который нам необходимо нанести, и наносим его на кожу, увлажняя таким образом кожу и окружающую зону для того, чтобы произвести процедуру. Берем мезоролик и начинаем по 30 раз на одну и ту же площадочку накатывать мезороликом с иголочками, оказывая определенное воздействие на одну и ту же площадочку 30 раз. При этом болезненности не ощущается. При необходимости, если вы решили более глубоко поместить препарат, необходимо небольшое оказать анестетическое воздействие с помощью крема. Все, фактически у нас готова площадь для повторного нанесения препарата, увлажнения. И в данном случае опять перчаточкой распределяем его по всей поверхности. Кожа после воздействия мезороллера была влажной, но здесь мы дополняем небольшое количество и, соответственно, закрываем зону полиэтиленовой или шапочкой, которая наименьше всего пропускает влагу. Все, на этом процедура закончена. Мы держим 15-20 минут и после этого удаляем пленочку или шапочку и отпускаем пациента. Для получения более подробной информации о авторском методе лечения волос я приглашаю 16 апреля посетить очный семинар, который будет проходить по адресу проспект Вернадского, 39, офис 209. Ждем вас с удовольствием, друзья.